during the ministry of Jesus, he taught groups and he taught individuals. Ну, во время служения своего Иисус проповедовал как целым группам, так и отдельно взятым людям. And one of these encounters with an individual was the Samaritan woman at the well. И одним из таких заметных эпизодов учения отдельного человека была встреча с самарянской женщиной в Иоанна 4 главе. Jacob's well is a place that's only mentioned in the Gospel of John. И это случилось возле места, называемого колодец Иакова. Это место упоминается лишь в Евангелии от Иоанна. Actually, John mentions numerous places that the other Gospels don't record. И, кстати, Иоанн упоминает очень многие места, которые другие Евангелия даже не записывают. For example, the pool of Bethesda and the pool of Siloam. Например, купальня в Вифезде или купальня в Силоаме. This Jacob's well, though, is still in existence today. Вот этот колодец Иакова существует до наших дней. They, like many other things, they built a church around it in the Byzantine period. Как и многих других местах, они вокруг него построили церковь в византийский период. In order to protect it and commemorate its association with the life of Jesus. Для того, чтобы как-то защитить это место, ну и также увековечить взаимосвязь этого места с жизнью Иисуса. If you go back to Genesis, we read that Jacob dug some wells just outside of Shechem. И если вы вернетесь в книгу Бытие, то вы прочитаете там, что Иаков выкопал несколько колодцев возле Сихема. And that's right where this is located. Ну вот это вот как раз возле места, где расположен этот колодец. Але це ж маленький і глибокий. But this не глубокий. Да. Глибокий, навпаки глибокий. Якщо по мотузці подивитись. Yeah, but this well seems to be pretty small from the one side, but very deep if we look at the size of the rope. Yeah, it is very deep. Да, он действительно очень глубокий. Ну і одному це нереально так викопати, то маленькі, тоненькі глиб. Це And треба широкий. how could anyone, like especially in ancient time, dig it? Like it's pretty, like it's small in diameter, but it's pretty They would deep. keep going down and keep cutting out with tools. То есть, ну, они просто вот продолжали вкапываться в землю, и были специальные инструменты. Він не сам, да? It's about 40 meters deep, maybe. И там где-то 40 метров глубины. So he haven't done it by himself, just by himself. Oh, no, he had his men dig those Конечно, не wells. он сам их копал, там были, ну, его А именно сама система колодца такая была? команда. Именно такая система, ну, колодца такая была, да, во время Иакова? But did they have such a like a well system during the times of Jacob? Да. Просто я пам'ятаю, у нас в селі, ну в мене, копали колодязь, там всього 15 метрів. І то затягнулось на днів 3 машиною. Because I remember Alex says like when they were digging well in my village, and that was just 15 meters deep, and like it took 3 days, and they used a special like machine, special equipment to do that. It depends on the rock that you're cutting through. Ну, это уже зависит от материалов, в которые ты вкапываешься. So again, this is limestone. Опять же, это песчаник. And it's very soft when you first dig it. И если ты, ну, как бы первый раз прокапываешься, он очень мягкий. It's just like Hezekiah's tunnel. Это как тоннель Езекии. They did that, they carved that out pretty quickly. Они ну, там, пробили его, выкопали довольно быстро. And it's 1,200 meters long, I think. И он, кажется, Or там... no, sorry. 1,200 feet. 600 meters maybe, something like Ну, that. там и он где-то 600 метров длиной. 600. Not 60, 600. Yeah. 600. Hezekiah's tunnel. Это тоннель Езекии в Иерусалиме. Круто. То есть это не... То есть в том плане, что песчаник, он довольно просто в нем копать. Африка, так, я зрозумів, така місцевість, так, піщаник, це все, більшість території Африки, така? Африки или Ближнего Востока? Ну, Африка. Ну, викладач був, так само, як в Ізраїлі. Така сама? So, do we have the same, like the
geological structure in Africa as where have you been as in Israel? It's like the limestone, or it's different? It's different. I mean, it depends on what part of Africa, but Это отличается. Африка и Израиль. Ну, зависит от какая часть Африки, но в целом отличается. But the stone in the Judea region is this limestone, and it's pretty soft. Но камень, который вот в этом иудейском регионе, это песчаник, и он очень мягкий. In Galilee, they have a lot of basalt, the volcanic rock. It's much harder. В Галилее, например, у них было много базальта, это вулканический камень, вулканическая скала, и он куда тверже. Точно. Религиозные иудеи, современные, они не претендуют на этот колодец, потому что он в церкви. So, what about religious Jews of current times? Do they pretend to, do they claim any rights on that Jacob's well? So, do they count it as their property, or they holy place? No, not that particular one. Yeah, Not really. It's been owned by the church for a long time. На этот особо не претендует, как бы церковь это место застолбила уже много-много лет. They do claim the tombs of the patriarchs at Hebron and Joseph's tomb at Shechem. Но они заявляют свои права, например, на могилу Авраама в Хевроне и могилу Иакова в Шехеме. Иосифа, простите, в Шехеме. Сихеме. Another interesting location is the pinnacle of the temple. Еще одно интересное место – это крыло храма. Now, often the pinnacle of the temple is talked about as some edge up here on the building itself. Иногда крылом храма называют вот этот вот, ну, самую крайнюю точку на самом здании храма. Ну, как на крыше, да, самую верхнюю точку крыши. But Josephus seems to talk about this place, and he puts it on one of the corners of the temple complex. Но Иосиф Флавий говорит об этом месте, и кажется, что он размещает его вот на верху одного из зданий храмового комплекса. They had towers, at least here. У них тут были башни, ну как минимум вот здесь. There was a trumpeter who would make a sound from the tower there. С этих башен трубач, ну, издавал какие-то сигналы, вот так, чтобы весь город слышал. And so they may have had the towers at all four corners. Поэтому у них могли быть башни на всех четырех углах. So this was found near one of the corners. И вот это было найдено возле одного из углов. And Temple Mount, yeah. Храмовой горы. And it says that it was the place of trumpeting. И здесь говорится, что на этом месте это место для трубачей. С этого места надо трубить. In fact, the trumpet is probably the rooster crowing 3 times. Ну, кстати, именно, so like rooster in Peter's account. Yeah, Peter's so there was actually trumpet there. Многие даже считают, что петух, пропевший дважды, это как раз-таки трубач. The word that Luke uses that's used in Greek literature for the trumpet. Слово, которое использует Лука, говоря о петухе, буквально в греческой литературе обозначает трубача, который там издает звуки. And they would use the trumpet signals to say when Sabbath was starting, when it was ending, and the hours of the day and things like that. И трубачи использовались, например, для того, чтобы сказать, вот когда начинается день субботний, когда он заканчивается, давать сигнал о определенных часах дня и так далее. All right, so this pinnacle of the temple could have been one of the corner towers. Поэтому вот этим крылом храма могла быть одна из угловых башен. And Josephus describes one in particular. И Иосиф Флавий описывает одну из них конкретно. That's here on the southeastern corner. Которая вот здесь на юго-восточном углу. Here's what you see today. Вот
так она выглядит сегодня. So it's right on the edge of the valley. Она как раз на углу вот этой долины. So if you're up top here, И если вы заберетесь вот туда наверх, you fall all the way down and into the valley. то вы вот охватываете взглядом вот всю долину вот перед вами раскрывается. Maybe 80 meters, 100 meters. Может там высота 80-100 метров. It could have been pretty far. Ну, то есть могло быть достаточно высоко. It wasn't just 10 meters or something. Это не было просто там 10 метров. So like the picture was pretty magnificent from that point. Mm-hmm. Ну и зрелище с такой высоты было достаточно величественным. Another one of the places in the Gospel of John is the pool of Bethesda. И еще одно место, упомянутое в Евангелии от Иоанна, это купальня Вифезда. And John describes this in detail. И Иоанн детально описывает ее. He tells us that it's this ritual cleansing pool. Он рассказывает нам про вот эту купальню для ритуального омовения. He tells us that there are 5 porticos. И он говорит, что там было 5 крытых ходов или портиков. And that the people, they used to walk down into the pool. И люди спускались вниз в бассейн. Calls it Bethesda, И называлась эта купальня Вифезда. which was an area of Jerusalem. И это была одна из областей в Иерусалиме. So what do we know about it? Что мы знаем об этом? Well, this also had a church built over it, На этом месте также построена церковь. but before that it had a temple to Asclepius built over it by Hadrian. Но перед этим, уже упоминавшийся император Адриан построил на этом месте капище, святилище богу Асклепию. Asclepius was the Greek and Roman god of healing. Асклепий был греческим и римским богом исцеления. So it was a good way for him to kind of twist the story into one of their gods healing. Поэтому очень было удобно для Адриана как-то вот так вот перекрутить эту историю, ну, как историю одного из их языческих богов. But when it was excavated, they found this big ritual bathing pool. И поэтому, когда провели раскопки, то действительно нашли вот этот большой бассейн, купальню для ритуального омовения. And here you can see some of the steps И здесь даже можно видеть такие ступеньки, that would lead down into the pool. которые вели как раз-таки в купальню, в воду. Originally, this was used to wash the sacrificial sheep. Изначально купальня использовалась для омовения ритуальных овец. But then by the time of Jesus, or even before, it had developed into a ritual purification pool. Но к моменту жизни Иисуса это место преобразилось в место ритуального омовения, очищения. Just north of the temple area, and so people needed to become ritually clean before they entered that temple area. То есть это находилось к северу от области храма, и людям порой необходимо было стать ритуально чистыми перед тем, как попасть на территорию храма. John also says it had 5 porticos, И Иоанн также говорит, что в этой купальне было 5 крытых ходов. which is a very strange shape, we might think. С нашей точки зрения, кажется, какая-то очень странная форма. Before it was discovered, people wondered, how is this thing shaped? И перед тем, как, собственно, место было обнаружено, люди гадали себе, как это место могло быть, как оно могло выглядеть, какой оно могло быть формой. But when it was found, they saw the 5 porticos and the way that they were aligned. Но когда они, собственно, обнаружили место, то увидели вот эти 5 портиков, именно так, как они были здесь сформированы. So there was the 5th one was dividing the pool into upper and lower sections. То есть 5-й портик, он разделял купальню на верхнюю и нижнюю секцию. So then it fit exactly as it was described in the Gospel of John. Поэтому это с точностью соответствует тому, что описано в Евангелии от Иоанна. А где ходы тогда были, если их 5, то... So what were the actual entrances to the pool? So Okay, so these are not solid walls.
Ну, это не цельные стены. It's a stoa, which is, you have all these columns. То есть это такие вот, ну, как бы ряд колонн, да? Okay, so you can just walk through. То есть можно пройти через них. It's like this. And then they have a little roof over То it. есть вот сверху крыша и поддерживается все колонны. Але 5 це як? А? 5 це що через... So, but 5 of them. Yeah. Да. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. То есть портик это такая, ну, как бы да, сторона, и она не стена сплошная, это просто вот ряд колонн. Да, и за закрытый ход. На самом деле там люди вселялись, ну я одну сказала, или это был миф какой-то? So, about the verse 4, is it really was a place of healing? Was it really a place of healing people? Do we have any accounts about healings? Or that was just a myth? And Let's see. some teachers told about some texture problems there. Yeah, there are. So we can take a look at that. Ну, мы можем сейчас посмотреть на это место, на текстуальный вопрос. Just review. I wrote about this. Okay, yeah, so that's the end of verse 3 and verse 4. Да, вот конец 3 стиха и 4 стих в английском. That's where you have the textual variant. Там есть, конечно, текстовый вариант. But if you read verses 6 and 7, you see that there was a healing tradition associated with the pool. Но тем не менее, если вы читаете 6 и 7 стих, то понятно из них, что была определенная традиция исцеления, связанная с купальней. And that idea agrees with what you see in 3 and 4. И это increase. So this, Agrees. да, и вот эта идея, которую мы видим в 6-7 стихах, And она also, согласуется с тем, что мы видим в 3 и 4. those verses are found in almost all of the manuscripts too. И также эти стихи мы обнаруживаем практически во всех рукописях. So I think it's more likely that they removed part of 3 and 4 because they were uncomfortable with it possibly being associated with paganism or with Asclepius. И я думаю, что они просто как бы удалили часть 3 и 4 стих, чтобы это не ассоциировалось с язычеством и конкретно с культом Асклепия. So I would say that there probably was some kind of ancient healing tradition that was going on at that pool. И я думаю, что все-таки была какая-то древняя традиция, связанная с этой купальней, традиция исцеления. Yeah, that passage is very interesting in the Greek text. И этот отрывок в греческом тексте весьма интересен. Because we also have, most translations they say, there was near the sheep gate a pool. Потому что в большинстве переводов говорится, что вот эта купальня находилась у овечьих ворот. But the word gate's actually not in any of the Greek texts. Но слова «ворота» нет ни в одном из греческих текстов. But we know from other ancient documents that they were called the sheep pools at one time. Но интересно, что вот эти купальни ранее назывались овечьими купальнями, и мы это знаем из нескольких древних документов. So I think that John's just specifying that these things also known as the sheep pools, they're the pools of Bethesda also. Поэтому я думаю, что в данном месте Иоанн просто уточняет, что эти купальни называли ранее овечьими, да, и это вот овечьи купальни в Вифезде. Да. Now, in Hadrian's campaign to erase the memory of Jesus and paganize all these things, когда император Адриан проводил свою кампанию касательно уничтожения следов христианства, уничтожения исторической памяти и замены язычеством всех этих мест, he put a temple to Asclepius
the Greek and Roman god of healing over the pool of Bethesda. Адриан поставил храм Асклепию, греко-римскому богу исцеления, как раз таки вот на месте этой купальни в Вифезде. In fact, they found a foot with a dedicatory inscription to Asclepius in this temple. И даже вот в этом нашли как бы кусок статуи ноги с надписью, посвящающей эту статую Асклепию, ну вот в одном из раскопок храма на этом месте. That was part of the practice with temples to Asclepius. Это была одна из таких практик в храмах Асклепия. I'm sorry, did they found the foot of statue or the foot of person? A foot of a statue. Foot of statue, okay, yeah. Все правильно. Ногу статуи нашли. They would, if the person got healed, then they would make a statue of the body part that got healed and a little inscription of thanks to Asclepius. То есть, понимаете, когда человек исцелялся, они делали небольшую статую исцеленного органа, и на ней писали как бы посвящение Асклепию. То есть, у человека нога исцелилась, он сделал статую ноги, написал посвящает, спасибо тебе, Асклепий, такая благодарственная надпись. So Hadrian takes the knowledge of the miracle, the healing miracle that happens there, and he tries to make it work for Roman religion. И Адриан таким образом попытался взять вот это знание о совершенном здесь чуде, об исцелении, и попытался, чтобы это знание сработало в пользу римской религии. And this is what he did in the different locations. И именно этим он занимался во многих других местах. It seems that he also did this at the pool of Siloam. Кажется, он то же самое сделал в Силоаме, в купальне Силоам. That's the healing of the blind man in John. Это место вот в Евангелии от Иоанна 9 главе, там случилось исцеление слепорожденного. Now there was an early pool of Siloam that Hezekiah made. Была ранняя купальня Силоам, которую сделал еще Иезекия. Remember we read about that in the verse that talks about the tunnel? Помните, мы говорили об этом, когда вот был стих касательно тоннеля Иезекии. But in the time of Jesus, there was a second part of that pool that had been made. Но во времена Иисуса вот была сделана вторая часть этой купальни. This is the exit of Hezekiah's tunnel. Это вот выход, как бы устье туннеля Иезекии. And then here's what's left of the pool. И вот здесь то, что осталось от той купальни. This is from the 1800s. You can see more of the pool. Это вот фотография где-то 1800 года. Здесь вы можете увидеть более крупный бассейн, более крупную купальню. You see these round stones here? Вот видите, здесь круглые камни. These are some of the pillars from the Byzantine church. Это вот от колонн, оставшихся после византийской церкви. Now this is the case where the Byzantines made a slight mistake on the location. И вот это тот случай, когда византийцы сделали небольшую ошибку в плане местонахождения объекта. When this was excavated and analyzed, they didn't find any indication it had been used in the first century. Когда были проведены раскопки на этом месте, сделан анализ находок, то, в общем-то, не нашли там, то есть нашли купальню, но не первого столетия, а каких-то признаков конструкции первого столетия на этом месте не было. So we didn't know exactly where the pool of Siloam mentioned in John was. Поэтому мы точно не знаем до сих пор, где же находится вот эта купальня Силоам, упомянутая у Иоанна. How did the Byzantines make this mistake? Как византийцы могли совершить такую ошибку? Because Hadrian put a nymphaeum on the wrong location. Возможно, Адриан просто поставил свой нимфеум, да, свою конструкцию в неправильном месте. This is just a few meters away from that. Вот это то, что буквально находится в нескольких метрах оттуда. This is like the second part of the pool of Siloam. Это как бы вторая часть купальни Силоам. This is the part that was in use though at the time of Jesus. Вот эта часть была, она использовалась во времена жизни Иисуса. But this pool is located at the bottom of Jerusalem. Но эта купальня находится в самом низу Иерусалима. So when the city was destroyed, it got covered up basically immediately. И когда город был уничтожен, то эта часть была завалена практически немедленно всяким
остатками So разрушения. they made a slight mistake on the exact location. Поэтому они, наверное, сделали небольшую ошибку в попытках найти точное местонахождение. This one was discovered by accident just a few years ago. Вот это было обнаружено случайно несколько лет назад. А для чего строили изначально эту купальню? So why did, what was the original purpose of that pool? This one? Да, этой? Ну да, которая... Yep. This was also like the pool of Bethesda. This was a ritual bathing pool. Подобно купальне в Вифезде, это также была изначально купальня для ритуального омовения. But the earlier pool of Siloam, that was for drinking water. Но ранняя купальня, ну не купальня, ранний бассейн Силамский был вообще-то для пресной воды для питья. Ну, для вообще для воды The для питья. Gihon spring went up, and then the water went through the tunnel, and then it went into the pool. То есть источник как бы шел, ну, вот шел там как бы наверх, и вода шла по водопроводу по тоннелю и как бы падала вот в этот вот источник. Горожане, да, набирали? А? So that was the water source for the citizens, for the Well, it was inhabitants. one of them, yeah. Да, ну один из них. Yeah, it was the spring. They also It was used cisterns that collected rainwater. Ну, также у них были некоторые, канистры специальные, сосуды, в которых они набирали, в которые дождевую воду. Now you can see the steps very well in this pool. И вы можете видеть ступеньки очень здорово на этой купальне. So, I'm sorry, just to clarify, this was found recently on the bottom of Jerusalem. Да, то есть, чтобы просто прояснить, вот это место было найдено недавно внизу Иерусалима. То есть это предполагается действительное местонахождение купальни Силаам, которое при разрушении было завалено. И с местонахождением которого и Адриан, и более поздняя византийская церковь допустила ошибку. Понятно? Ну, как бы достаточно ясно, чтобы не путать вас. Okay, so as an illustration, here's the temple. Просто как иллюстрация. Вот храм. Here's about David's palace. Вот дворец Давида. And then here's the pool of Siloam. Вот купальня Силаам. Okay, and then the valley is here at this level. И вот дальше идет уже долина. So everything can flow down from the higher levels of the city to this spot. Все сверху как бы спадает, сверху города спадает вниз. So where was this like a spring? Could you paint it? Maybe it was blue. It's over here. It's actually in the valley, but yeah. Ну, источник там где-то в долине. So they да? carved the tunnel, То есть они продолбили вот этот тоннель. and they had a pool. Вот. И, собственно, купальня или бассейн находился как раз вот в устье этого тоннеля для воды. А тваринки як тут же ж проходили? А? Тваринки. So, проходили куда? Пальму, ну, якби Силам не упомянут в связи с тваринкой. Вифезда. Вифезда, мы не про Вифезду, мы говорим про Силам сейчас. So, was it like, did water renew somehow there? So how did they change water? It was constantly coming in from the spring, and then they would use this water for, usually for ritual purposes. So people would go and fill things up there, and of course you have evaporation too. Ну, вода менялась просто потому, что источник был рядом, и было испарение, люди там купались там, в ритуальных целях, ну не просто помыться. То есть, ну. So this is the pool where Jesus tells the blind man to go wash his eyes. То есть, скорее всего, именно в эту купальню сказал Иисус отправиться исцеленному слепорожденному для того, чтобы у того открылись глаза. And then his parents are threatened that they're going to be cast out of the synagogue. И потом его родителям начали угрожать, родителям слепорожденного начали угрожать, что их изгонят из синагоги. No actual synagogue building from the first century has been found yet in Jerusalem. В Иерусалиме на самом деле пока не нашли вот такого подлинного здания синагоги, которое датировалось бы первым столетием. But this inscription from the first century talks about
the remodeling of a synagogue No, in but- Jerusalem. Вот эта надпись первого столетия говорит нам о перестройке синагоги в Иерусалиме. So we know that there was a synagogue, or probably multiple synagogues in Jerusalem in the first century. Поэтому мы знаем, что была синагога в Иерусалиме в первом столетии, может быть даже много синагог. And if you read this text, you see again that they build a new synagogue right on top of the old one. И если вы читаете этот текст, то вы видите, да, что, как и в других местах, они строили новую синагогу поверх старой, на месте старой. So it's the same idea as we saw in Capernaum. Та же самая идея, которую мы видели в Капернауме. And we'll see that in Corinth too, with the synagogue at Corinth. И мы видим это также в Коринфе, с синагогой в Коринфе. А можно просто, я что-то Очень. запутался. Синагога же наша вдали от Иерусалима строилась. Ну, обычно, цель синагоги. А потом они начали строиться повсеместно. Синагога или скиния, мы ничего не путались. Наверное, Вова не может понять, почему в Иерусалиме было Да, синагога. да. Ну, Потому синагоги, что они же в других Ага. странах, в Ага, России. yeah, все понятно. So Wallace's question is pretty interesting because he says, why would they build synagogues in Jerusalem if they are having temple there? Because the synagogue was the place where you would go for studying the Bible and community gathering and prayers. Ну, синагога это было местом, куда вы ходили для того, чтобы изучать там Библию, для того, чтобы собиралось все общество вместе, для того, чтобы там молиться. You also had a rivalry between the Pharisees and the Sadducees. И также имела место вражда между фарисеями и саддукеями. The Sadducees, they're basically the priests. А саддукеи были, ну, как по сути своей священники. They're connected to the temple. Саддукеи были связаны с храмом. But the Pharisees are connected to the synagogue. Но фарисеи, в свою очередь, связаны с синагогами. And so you have those two sects of Judaism, and they're both vying for power. То есть мы видим вот эти две секты иудаизма, и обе они сражаются за власть. So Конкурирующие фирмы. for the Pharisees to exert their power and influence, they want synagogues to be around even in Jerusalem. Поэтому фарисеям для того, чтобы как бы усилить свою власть и влияние, хотелось видеть синагоги даже в Иерусалиме. А с какого года они начали такую практику именно? So, what was the period when they started such a practice? Oh, there's a lot of debate about that, but Много дебатов на этот счет. we don't really have evidence for synagogues earlier than about the 3rd century BC. Но у нас нет никаких свидетельств о синагогах раньше 3-го столетия до нашей эры. Ну, третье столетие имеется в виду, это когда были за пределами Иерусалима, а я имею в виду, когда они уже начали вот вообще А Иерусалим. ты имеешь в виду свидетельства о синагогах в Иерусалиме? Да. So his question is more specific. He says, where do we see the earliest evidences of synagogues in Jerusalem? Oh, in Jerusalem. I suppose that inscription I showed you would probably put a synagogue there at least as early as the 1st century BC. Ну вот, я думаю, что та надпись, которую я вам только что показал, надпись Феодота, она указывает на существование синагоги в Иерусалиме как минимум в 1 веке до нашей эры. Ну, потому что они перестраивали ее, значит, чтобы она, перестраивать, надо, чтобы что-то было уже построено. And Jerusalem in the Persian period and the Hellenistic period, that was the center of everything. И Иерусалим и в персидский, и в эллинистический период был центром всего происходящего. So it actually makes sense that the first synagogues would have probably started in Jerusalem. Поэтому вполне разумно было бы предположить, что даже первая синагога, она, наверное, появилась в Иерусалиме. And the Pharisees, their group kind of started about the 3rd century BC, and that's when we see the first synagogue, so it kind of goes together. И фарисеи, вот эта группа появляется где-то в районе 3-го столетия,
И в это же самое время мы видим появление синагог, то есть похоже, что синагоги и фарисеи, они сильно связаны друг с другом. Це монети чи Ісуса, чи що це таке? So, is it a coin or what? No, it's a mosaic. Нет, это мозаика. Big, it's like that big. Она большая, но вот такого It's размера. actually from Roman period Britain. И она, кстати, из Британии, ну, Британии еще римского периода. Little just after 300. Где-то после 300 года. А ви якісь знаходять зображення Ісуса, картини? So, by the way, do we have any like pictures of Jesus, any artwork Першому, depicting другому столітті? him like in from the first or second century? No, How did he look like? not from that period. Ну, мы не видим изображение Иисуса вот с самого времени. That's actually one of the earlier artwork. Это, кстати, одна из таких наиболее ранних Here, let me show you generally what they look like. художественных произведений, одно из наиболее ранних художественных произведений, изображающих Иисуса. Ну, вот я покажу вам в целом, как они выглядели, эти изображения. Подписывайтесь на группу в Фейсбуке. ХС. Here you go. Вот так. So, this is a first century painting of a person from that area. Ну вот это изображение первого века, иллюстрирующее, как выглядел человек из той области. So Jesus could actually look something like that. Yeah. Иисус мог примерно так выглядеть. Here, I have a few other ones I can show you. Ну, у меня есть несколько вообще таких картинок. Длинных волос таки не было. So he did not have such long hairs. No. Seems. Haven't you read 1 Corinthians 11? Вы что, не читали 1 Коринфянам 11? Okay, so here's some other ones. Ну вот еще некоторые портреты. Это реально, да? So, are these real people? Yeah, they're real portraits? people. They painted what they looked like in their adult life, and then when they were buried, they put this over their casket or То their есть- tomb. And some of them are children because they died when they were children, but So was it like the first century practice of that period? it was. I mean, this is what they did in Roman Egypt, but yeah, it's just next door, so. Ну, вот это была такая практика, да, человека рисовали, когда он был в взрослом возрасте, когда он умирал, вот эту картину клали на надгробие. Это была такая практика в Египте, но Египет по соседству. То есть люди из этой области выглядели примерно так, как на этих картинах. Я дуже люблю посміхатися. А? Я дуже люблю It посміхатися. seems like they're not very smiley. Смотрите, когда будет- That's a modern thing. These are modern? No, smiling in pictures. Вообще улыбка на изображениях это современное изобретение. They didn't even do that 100 years ago. Этого не делали даже 100 лет назад. Так это больше египтяне. So are these people mostly Egyptians or these are? No, I mean Egypt. The Egyptians had disappeared basically by that time. Египтяне к тому времени, ну настоящие Some of египтяне these уже исчезли. people are Jews. Some of these people are Greeks. Some are Romans. Some are descendants of the Egyptians. Some are, from all over the Mediterranean. То есть некоторые эти люди греки, некоторые евреи, некоторые римляне, некоторые там потомки египтян, которые исчезли, ну и вообще жители всего того Средиземноморского побережья и территории. Примерно так они. Okay, so we just looked at some of the miracles of Jesus. И мы с вами только что вот коснулись некоторых чудес Иисуса. And so we can ask the question, did other documents besides the Gospels record the miracles of Jesus? И, конечно, мы можем задать вопрос, какие-то другие документы, кроме Евангелия, документируют ли они чудеса Иисуса? And we do have a few. И у нас таки есть несколько документов. So again, Celsus, Опять же, Цельсий, he believed that Jesus performed miracles, but his explanation was that he learned it from living in Egypt.
Цельсий, кстати, противник христианства, верил, что Иисус совершал чудеса, но он просто объяснял это тем, что Иисус научился этим фокусом, пока жил в Египте. And then Justin Martyr, he wrote a letter to the emperor. И Иустин Мученик, он написал письмо императору Пию. And he tells the emperor, look, you can check your own Roman records, those that Pilate kept, to see that Jesus actually performed these miracles. Иустин говорит, что императору, смотрите, вы можете проверить ваши собственные римские записи, которые вел Понтий Пилат, деяния Понтия Пилата, и вы можете убедиться, что эти чудеса действительно происходили. We haven't found any copies of this Acts of Pilate yet, but we know that it existed. Мы пока не нашли никаких копий вот этих деяний Понтия Пилата, но мы знали, что они существовали в реальности. We also have something from the Mishnah, which was sort of a ancient text related to Judaism. И также мы находим кое-что в Мишне. Мишна — это древний текст, связанный с иудаизмом. It's not the Bible, but it's related to things in the Bible and to religion and history of Judaism. Это не Библия, но это текст, связанный с Библией, а также с религией и с историей иудаизма. And there's a passage in there that mentions a Jesus of Nazareth who practiced sorcery and led Israel astray. И в Мишне упоминается вот этот Иисус из Назарета, который практиковал колдовство и сбил Израиль с пути истины. This is just like we see the Pharisees accuse Jesus in Matthew 9. Это вот именно то, в чем обвиняли Иисуса фарисеи в Матфея 9 главе. They say you're performing these miracles, but it's the power of the devil. Помните, как они говорили, да, ты сделаешь все эти чудеса, но ты это делаешь силой дьявола. And then Josephus, he also says that Jesus did incredible works. И также Иосиф Флавий утверждает, что Иисус совершал чудесные дела. Which was, I think, a reference to his miracles. И я думаю, что тем самым он указывал на его чудеса. The word that he uses is also used sometimes to describe miracles. То слово, которое он использовал, дела, он часто также в других местах использовал для описания чудес. So we have a Roman pagan source. Итак, у нас есть источник, связанный с римским язычником. We have a Christian who's appealing to Roman legal documents. Мы видим, как христианин ссылается на римские законные документы, на римскую летопись. We have an accusation of the Pharisees or some of the religious leaders of Judaism. Мы видим обвинения в сторону Иисуса со стороны религиозных лидеров иудаизма. And then we have Josephus, who was, I guess he followed Judaism, but he kind of became Romanized. Но и мы видим также Иосифа Флавия, который, с моей точки зрения, он где-то следовал иудаизму, но в целом был под сильным влиянием римской культуры. So all these people from within a century of Jesus are saying, yeah, he performed miracles. И все эти люди, жившие буквально там в течение столетия после жизни Иисуса, все они в один голос говорят, что да, Иисус совершал чудеса. They don't have a problem with that. У них с этим никаких нет проблем. Some of them are trying to explain it how the Pharisees did, though. Некоторые из этих источников пытаются объяснить эти чудеса тем самым способом, как это делали фарисеи. But today, people want to take all the supernatural parts of the Gospels and just throw them away and say that they're myths, fairy tales. В наше время люди хотят все сверхъестественное содержание в Евангелии просто выбросить и сказать, это сказки, это все придумано. The reason for this is just a shift in worldview. И причина для этого это просто сдвиг в мировоззрении. In ancient times, everybody believed in the supernatural. В древнем мире все верили в существование сверхъестественного. But since the Enlightenment in Europe, more and more people have believed in what we call naturalism.
Но начиная с эпохи просвещения в Европе, все больше и больше людей верят в натурализм. That's the idea that the supernatural is impossible because either God doesn't exist, or if he doesn't intervene in nature. То есть это идея о том, что не может ничего сверхъестественного в природе происходить по одной из двух причин. Либо Бог вообще не существует, либо даже если он существует, он не вмешивается в происходящее в природе. But we see back at the time when they could actually observe Jesus or talk to people who did, they believed that he performed miracles. Но обратите внимание, да, что когда вот в те самые времена, когда они могли или видеть Иисуса своими глазами, или общаться с очевидцами его жизни, они верили в то, что он производил чудеса. Для них это не было проблем. А как ты говорил, религиозная называется у нас нет? Мишна. Что? Мишна? Мишна. Ну, Ну, это типа как, so is Mishnah part of Talmud? Yes. Да, Мишна It's это the часть, early part of it. часть Талмуда, ранняя часть Талмуда. It was compiled from various sources about 200 AD. Она была собрана из разных источников где-то порядка 200 года. Okay. One last thing before we watch some of the video, Последнее, перед тем, как мы посмотрим одно видео, and then tomorrow we'll pick up at the trial of Jesus. и завтра мы начнем с суда над Иисусом. So he made this prediction, which we have recorded in Luke, among other places. И Иисус сделал одно предупреждение, которое мы, помимо других мест, читаем в Евангелии от Луки. Jesus predicted that the temple would be destroyed, not one stone would remain upon another. И Иисус предсказал, что храм будет разрушен, не останется и камня на камне. He also said that a time was coming when the enemies were going to surround them on every side. И Иисус также предсказывал, что наступит то время, когда враги окружат их со всех сторон And destroy the city. и уничтожат город. So he also predicted the siege and destruction of Jerusalem, То as есть well as the temple. Он также предсказал осаду и разрушение Иерусалима, точно так же, как он предсказал разрушение храма. And here we have some of the stones that were on the Temple Mount that had been pushed off by the Romans after they destroyed it. И здесь мы видим вот некоторые камни, которые были изначально частью вот храмового комплекса, а потом были сброшены сверху римлянами во время разрушения храма. There's a big pile of them on the first century street. На улице вот первого века мы видим здесь большую кучу этих камней. And they've left many of them in places they found them to show people the destruction. И эти камни оставили вот прямо на тех местах, где они были обнаружены, просто вот чтобы показать их людям. Josephus, of course, describes this event also. Иосиф Флавий, конечно же, также описывает это событие, But Jesus predicted it before it happened. но Иисус предсказал его еще до того, как оно случилось. Now, the prediction of the destruction of Jerusalem and the temple is another problem for secular or skeptical scholars. И предсказание, которое сделал Иисус о разрушении города и храма, это еще одна проблема для светских скептиков. If they read those predictions as a destruction of the temple and the city, Если они читают эти предсказания как предсказания о разрушении города и храма, then they're forced to date those gospels after 70 AD, or at least that section of it. то их убеждения заставляют их буквально датировать Евангелие уже более поздними годами после уничтожения храма, то есть 70-ми годами нашего века, нашей эры и позже. But actually, all the evidence points to the Gospels being composed before the destruction of Jerusalem. Но при этом все свидетельства, имеющиеся у нас, указывают на то, что Евангелия были записаны еще до разрушения Иерусалима. Here we have on the Arch of Titus the Romans taking some of the materials from the temple. И вот здесь мы видим такое вот изображение того, как солдаты Тита, полководцы Тита, они забирают или разбирают некоторые материалы храма. So they just take them with them.
take that They took materials. it to Rome. Yeah. Да, то есть они, ну, ценные материалы храма, они забирали и перевозили в Рим. То есть и здесь показано вот на этом барельефе, как именно они это делали. Мародерство, по сути. А вопрос, Mhm. Question. а чего они сбрасывали его со скалы? Ну, камни. Вот это. So why did they throw the stone temples from that mountain? Because they didn't want it to be rebuilt. They cleared everything off of it, so there was nothing left. Then the people wouldn't go up and worship anything up there. Они не хотели, чтобы храм был когда-либо в будущем отстроен. Они зачистили его полностью. Они не хотели, чтобы люди поднимались туда наверх, кому-то там поклонялись. Any other questions? Есть ли еще вопросы? All right, А let's. там написано, що камня на камні, а там лишились камні як ці. So, but it's written in the Gospels that there would not be like stone on the stone after that. Right, But like built. like, ну, то есть идея в том, что камня на камне не останется ничего построенного. That pile is okay. So here's the mountain of Moriah. То есть вот гора Мория. Here's the platform. Вот это вот платформа, на которой стоял храм. There's the temple. Вот храм. That's all gone. Все это было разрушено. There's a pile of some stones down here. Вот здесь вот куча камней лежит. That's it. И все. That was wiped clean. Вот этот храм зачищен был полностью. Not even 2 stones from the temple И standing. поэтому от храма действительно не осталось ни одного камня на камне. 2 камня. Ага. So, but they did not destroy the retaining wall, yes? No. Но они не разрушили эту поддерживающую стену этой конструкции. There was no point. That would have taken a lot of labor. Потому что, ну, как бы, цели, это было бессмысленно и потребовало бы много, ну, работы. In fact, the destruction of the temple by the Romans seems to have been an accident. Ну и, кстати, даже разрушение храма римлянами, кажется, произошло случайно. They weren't planning to destroy it, but it caught on fire. Кажется, они не планировали его разрушать, но он каким-то образом загорелся. So that, like, fire occurred, and they just after that they just decided to wipe it out. Yeah. Случился пожар, и после пожара они решили, что надо как-то это вообще прибрать. You can read about that in Josephus. Можно прочитать об этом у Иосифа Флавия. All right, let's take a look at a couple video clips of some of the places. Давайте посмотрим несколько видеоклипов с некоторых этих мест. If the internet works. Если интернет сработает. So should I translate that also? No, I'll just talk about it. Ну, как бы дальше. All right. Тайтус будет еще комментировать. Это хороший материал. Is it good material? Yeah. Да. Можно ходити. Let me fast forward it. Are we going to use sound? Maybe I'll print some speakers. No, I'll just narrate. Как Индиана Джонс. Looks like Indiana Jones plays. Yeah. Это передача какая-то или это? Is it like popular science TV show? Or... No, it's called Drive Through History. It's what Называется I worked on. «Путешествие через I историю». wrote the content for it. Это я здесь раньше работал, я писал для них как бы, ну, содержание, я писал для них сценарий, да. Но мы в интернете тоже сможем найти? В интернете можем? So could we find it in internet? Drive through history, yes? Drive Through History. Да, drive вот так вот, через историю, путешествие через историю. So this is the Judean wilderness. Вот это вот иудейская пустыня, This is Jerusalem. это Иерусалим. This is that's a Roman period city. It's Это город римского периода. do you remember when Jesus mentions the Decapolis? Помните, где, когда Иисус упоминает Десятиградие? Yeah, that's one of the cities of the Это вот один Decapolis. из городов Декаполис, Десятиградия. Scythopolis, that's the name of it. Скифополис, это вот одно название этого города. So he's in a theater
То есть, from the Roman period. то есть вот здесь мы видим, ведущий находится в амфитеатре римского периода. So you can get to see this is what a city in the first century looked like. Вот таким образом примерно выглядел город первого века. The public part of it anyway. По крайней мере, публичная его часть. The Romans, they always built these cities with theaters like that. Римляне всегда строили города с такими театрами. A big main street where they would put shops. Также там были большие такие главные улицы, на которых размещались магазины. Завоевание Александра. This is kind of explaining the background of То есть how Hellenistic culture came into Judea. здесь объясняется как бы исторический фон, каким образом эллинистическая греческая культура проникла в Иудею. It's because of Alexander the Great. По причине Александра Македонского. And of course, that spread the Greek language all over the world. Конечно, благодаря этому греческий язык распространился по всему миру. So by the time of the first century, just about everybody in the Roman Empire and even beyond could speak or read Greek. И к моменту вот первого столетия практически все уже в Римской империи они могли говорить и писать на греческом. And that's why the New Testament is written in Koine Greek. Вот поэтому Новый Завет, собственно, и написан на греческом языке коин. Цікаво, що картинки показують епохи Ренесансу такі. That's interesting that the illustration used are from Renaissance era. Yeah, because there's a lot of artwork about the Bible and history from that period. Потому что очень много художественных произведений на тему Библии и библейских историй как раз из этого периода. There's some from the Byzantine period, but it's harder to find. Есть иллюстрации с византийского периода, но их труднее найти. And oftentimes there are copyright issues. И порой там возникают проблемы с авторским правом. Ну, а про це? Так. See the building? То есть видите строение, да? Видите This is здание? all limestone. Все это вот этот песчаник. All the white stone is. Все вот камни белого цвета это песчаник. The black stone is basalt. А черный камень это базальт. But Я прошу прощения, не песчаник, известняк. Известняк. alright, I think we go to Bethlehem in this episode. Так, я думаю, что здесь мы уже в Вифлеем отправляемся в этом эпизоде. Yeah, here we go. А вот Вифлеем. Wait. Not quite there yet. This is interesting. I'll show you this. Okay, this we're going to look at a reconstruction of first century Nazareth. И вот мы сейчас увидим реконструкцию Назарета первого столетия. What houses looked like at that time. Как выглядели дома в это время? So you just saw the interior of one. То есть вы только что видели интерьер, внутренность одного из домов. So they were a little bit different by the first century than in the kingdom period. Поэтому дома в первом веке уже выглядели немножко иначе, чем они выглядели в период царства. We don't find that same four-room house all over in the first В century. первом столетии мы уже не видим вот этого четырехкомнатного дома такой структуры. Lots of stone again. Опять же, много камня. Дверной проем из ровных камней. А? Там дверной проем из ровных камней, а там как попало. So we see here pretty good shape of stones, and in other places it was very raw. You mean right around the door? Yeah, right around the door. Yeah, because they wanted to shape that so a door would fit. Ну, конечно, они пытались придать им какую-то форму, чтобы дверь вписалась. Что он рассказывает им про дом? So what is he talking about? He's basically talking about this. This is like a recreation of Joseph's workshop. Ну вот, он здесь говорит, что здесь, как бы, в принципе, это попытка восстановить, как выглядела, например, мастерская Иосифа. Very agricultural type of area or lifestyle at the time of То Jesus. есть во времена Иисуса на этой территории люди в основном вели сельскохозяйственный образ жизни.
Того слуг. So kind of like Mary and Joseph going to Bethlehem. Ну вот примерно так выглядели Иосиф и Мария, пока шли в Вифлеем. Але Йосиф молодий. Joseph, maybe he looked pretty young that time, or was he old man already? No, he was probably only like 20 or so. Ну Иосифу тогда, наверное, лет 20 было. Он не был такой уж старый. Оля, что это за КП какое-то? Okay, so now we're going into Bethlehem, Ну теперь мы уже к Вифлеему which is in подъезжаем. Palestine. Это в Палестине, So you have to go through the checkpoint. поэтому надо пройти через КПП. 3 мовами. І від А там стеной, да, разделена? А, Вот что? это стеной разделена Палестина. So is there a wall between Palestine and Israel? Yeah. Да. це інша країна. Ну там нет как типа пограничного контроля, просто проходишь путь. So do they have any like border control there? You just Yes, yes. You have to show your passport and go through like airport security. Ну, нет, надо показать паспорт, проходишь через какой-то типа, какой So this is Bethlehem систему today. безопасности. Это современный Вифлеем. Мабуть, єврейських назв взагалі немає, так? So probably there are almost no Jewish like advertisements. Do they have You like mean Hebrew? Hebrew? Yeah. Hebrew Yeah, not presence. really. It's mostly Arabic and English. Ну, в основном здесь все на арабском и на английском. Еврейское присутствие слабо ощущается. Here's the Church of the Nativity. Вот церковь Рождества здесь. So they added on to it after its original building. Они к ней добавили уже много чего So- после того, как она изначально, к изначальному строению много добавили. All this over here, that's not part of the original То church. есть все вот это, что здесь настроено, это уже не часть изначальной церкви. So did like Arabs do? No. Arabs have never done anything with this church. Well, I mean, sorry, Muslims have never done anything. It's just later Christian building, monastery and things like that. Более поздние мы видим уже надстройки, там монастыри их осуществляли разные. А новый город строился на старом, да? So, but the new church or city was built on top of all one. Or, Yeah, sort of. They типа, they reconstructed it, не реконструировали parts of it. Yeah. частично. Right now, it's actually they're doing more reconstruction. But here's the floor of the original church. Но прямо сейчас они занимаются реконструкцией, но вот это пол первоначальной церкви, которая там была. Это Елена, да? А? So this is one the Helena Uh was huh. participated in. Yes. Pretty good. Да, красиво. It's pretty beautiful. Мозаїка. Woman was Yeah, they had way nicer churches then than we have now. У них тогда были намного красивее церкви, чем у нас сейчас. А второй пол вот этот сверху, это для того, чтобы сохранить старый? So the second floor, like behind the first one, is just to keep the original floor. It's a later floor that they built on top То of есть это it. более поздний пол, который они So просто now- поставили поверх старого. He went down into the cave Но at вот the сейчас back он of the church. спускается в пещеру, которая вот сзади церкви. So this is the area of the cave where Jesus was born. Вот это вот территория пещеры, где родился Иисус. So they put all this marble and different things on it. То есть они там поставили весь этот мрамор, все эти украшения. You can't really see the original cave walls Поэтому anymore. на самом деле уже невозможно увидеть, как они выглядели изначально, эти стены пещеры. But you can walk down into the cave. Но спуститься в пещеру, по крайней мере, можно. This is, I mean, you're familiar with Orthodox churches, Ну, вы so же знаете, да, как this is православные what they церкви do. Put all the stuff up. любят загромождать всякими разными, всякой такой утварью. А вот это отверстие, это что было фотография тоже? So, Вот это, да? this hole, we saw the picture of it, what's that? So it's a 14-point star, and it represents the sets of 14 generations in Matthew's genealogy. Это 14-гранная звезда, которая символизирует вот
этот набор 14 поколений в генеалогии в Матфея 1 главе. Матфея как бы 3 по 14, да? Вот это 14-гранная звезда. Прям как они. Отверстие. Погано намальовано. So what's the purpose of that hole in that star? So what is that? I don't know. It might be to look to the actual cave. Не знаю, wall, может это для but того, чтобы взглянуть в изначальную I'm пещеру. not sure. Не знаю, не уверен. I don't know if anybody knows for sure. Не знаю вообще, знает ли кто-то наверняка. All right. So here's what the landscape looks like. Ну, вот так выглядит ландшафт места. Hills of Bethlehem, Вот это холмы shepherd field. Вифлеема, поле с овечками. And sheep and goats they're usually herded together. Ну и обычно овец и козлов пасут вместе. But they feed them at different places. Но кормят их в разных местах. Because the goats can go up high and eat the tree branches. Поскольку козлы ростом повыше, они могут съедать спокойно и вот зелень с веток деревьев. And the sheep, though, they have to go just for the grass that's growing. А овцам доступна только трава на земле. Sheep are weak and stupid. Овцы слабые и тупые. So when Jesus calls us sheep, it's kind of an insult. Поэтому, когда Иисус называет нас своими овцами, ну, в общем, Basically telling us that we're totally helpless. оскорбление в каком-то смысле, он дает нам понять, что мы совершенно беспомощны. Я знаю историю, А? я знаю историю, когда в семье было там несколько коров, козы, овцы, ну и бараны, короче. И бараны типа пасли всех, короче, они типа как лидерами были в этом Министане. А где история случилась? Это у нас в Черниговской области. So Sasha shared story like from his area where he lived. He said that like the rams, like the male sheep, were pretty smart. They were like there were cows, goats, sheep in the flock, and the rams basically shepherded. So they were like the. That's not what sheep in Israel did. Но овцы в Израиле были не They такие. needed a shepherd. Овцам в Израиле нужен был пастух человек. Okay. А это вообще передача христианская? So is it a Christian Yes. broadcast? Yeah. Да, да. А у нас в Чернигове проводят реконструкцию церкви одной старой, и там раскопали фундамент древний, короче, рядом нашли. Рядом или? Да, рядом возле этой церкви нашли фундамент пристройки, короче, которая давно строилась. И? Ну, это интересно. So in Chernigov, Sasha's hometown, they were also doing excavations of very ancient church. It was like, and they found a foundation which is not below that the modern building, but near that. You know, there's that one right by the museum we went to. Вы знаете, да, вот там музей, где мы ходили, там тоже есть церковь. Так, ми по ньому походили. А? Ми по ньому походили. So, тоже фундамент есть, да. Ти захочеш, щоб їхав на церкву? Ні. Let's see what else we got. Ти ще що козаки збивали, так? Ні, не козаки. Loading. Хотя... Alright, here we go. Here's Jerusalem. Вот это Иерусалим. This is the west side of the city wall. Это вот западная сторона городской стены. But the city wall that you see today, most of it's from the Ottoman period. Но городская стена, которую вы видите сейчас, большая часть это период Османской империи. Built in the 16th century. Построена она уже в 16 столетии. Some of it was built on the foundations of the first century wall. Кое-что из этой стены было построено на основании, на фундаменте первоначальной стены. But part of it, especially the north and south, is in a different place. Но часть стены, особенно северная и южная часть, они уже в других местах, чем изначально были.
Must be Herod. Вот это Ирод, да. Okay, here we go. This is a good one to look at. So you can see some of the remains of Herod's palace Хорошо, вот вы видите некоторые остатки дворца Ирода in Jerusalem. в Иерусалиме. О. It's mostly the stuff that's down low, Но в основном и дворец Ирода это все, что внизу. but it was really big. Но этот дворец был довольно большой. It's on the far west end of the city. Он на таком западном, дальнем западном краю города. Which is the higher place. Okay, Это наиболее высокое here's место. a model of it. Вот это модель Иерусалима первого столетия. And he had these towers built, И вот видите, на верхушках храма вот эти башни. named them after his brothers and his wife. Названы они были по имени братьев Ирода и его жены. And you see the nice building inside the walls there. Вы видите также такое красивое здание внутри стен. Это типа была макет, да, макет? So that's a model, да. Yes. That's named after one of his brothers. Вот это названо по имени одного из его братьев, Фазель, Хиппикус. And then this one's named after his wife, which Та башня названа по имени he жены, actually killed. которую он, кстати, убил. Это мило. Как романтично. So romantic. So that palace became the praetorium for the Roman governor. И вот этот дворец стал приторией для римского губернатора. So that's where Pilate lived when he was in Jerusalem. Вот там жил Пилат, когда был в Иерусалиме. And here are some of the ruins of that praetorium Ну вот здесь некоторые руины вот этой притории. outside the wall. Уже за стенами, за пределами городской I стены. guess it's a different episode. But Так, это уже другой эпизод. you see the dome of the rock in the background. Вы видите вот сзади, да, вот Дона Дера. Okay, so that's looking from inside the city То есть to the east. мы смотрим изнутри города на восток. And the Mount of Olives is there in the background. И гора, Масличная гора, она у нас сзади. This is from the Mount of Olives. И это вот вид с from the Mount of Olives. Yeah. Да, это вот вид на Масличную гору. Я прошу прощения, вид с Масличной горы. All right, now this is not the Mount of Olives. Okay. I'm sorry. It's okay. No, it's fine. He just moved locations. That's all. Я не розумію, там уже другий раз бачив, що буває діда цим ножом, то що за дід? Фарисеи еще более злостного фарисея. Here we go. This will be good. Гравюра, бачите? Там списано було, що кінжалом. This is back in Jerusalem. Вот это мы возвращаемся в Иерусалим. These are stones, made from the time of Herod. Вот это вот камни, сделанные вот во времена еще Ирода. Okay, it'll go back to that in a minute. То есть мы вернемся туда еще через минуту. That's a drawing of the temple. Вот это вот те изображения, которые были в храме. А жертвенник был вроде как решетка гриля. So altar looked more like a grill. Oh, what? Altar looked like a grill. It had a grill on it. Oh yeah. На нем It действительно did. была решетка. Yeah. The fire had to come from underneath. Поскольку огонь-то снизу должен был подниматься. Це показує, що було. Okay, so the Maccabees Вот Маковеи, retake Jerusalem. они берут под свой контроль Иерусалим. Those are the Hasmoneans. И вот, ну, это уже Хазмонеи, да, династия воцаряется. And that's who Herod takes power from. И вот от них, в общем-то, забрал власть, у них забрал власть Ирод. So here we are in Jerusalem again, И вот мы снова в Иерусалиме, near the Temple Mount. возле Храмовой горы.
You see all this sort of beige-colored stone. И вы видите все вот эти вот камни бежевого цвета. That's the limestone that you find all around Jerusalem. Это известняк, который вы находите повсюду вокруг Иерусалима. So you notice everything's built out of stone. Поэтому вы обратили уже внимание, все из камня построено. That's first century Jerusalem. Это Иерусалим первого века.